Всем привет! Сегодня снимаем вот такой красивый большой внедорожник. Это байк BG60, и это необычный BG60, потому что вы на моем канале, может быть, уже видели BG60 Mild гибрид и дизель. Сейчас мы снимаем плагин гибрид. Это очень важно. Давайте посмотрим, собственно, на автомобиль. Наверное, эту морду ни с чем не спутать. И вот так сбоку выглядит этот автомобиль. Хочу сказать или отметить, что, может быть, на видео вам не передастся, насколько он огромный, но этот автомобиль реально, он одноклассник Land Cruiser 300. Очень большой, по цифрам тут больше 5 метров в длину, в ширину почти в 2 метра и в высоту тоже почти 2 метра. Есть запаска сзади, то, что, в принципе, отличает его от остальных плагинов, потому что обычно гибриды, плагины и так далее, они не имеют запаску. А тут она есть. И что еще важно, смотрите, на Maxxis AT резине. То есть автомобиль изначально из завода показывает, что он может многое на бездорожье. Да, тут не МТ, тут только АТ резина, но это уже что-то для бездорожья. Что у нас видно по комплектации? Понятное дело, есть парктроники спереди, сзади, фары LED и ближний, и дальний, и дневные ходовые огни, включая габариты. Есть камера 360, да, вот так. Очень большой клиренс. Заявлено 21,5, но лично я смотрю на него, и тут он реально огромный. Вот такие огромные зеркала с датчиком мертвых зон. Есть пародии, которые выдвигаются. Кстати, колеса тут 20 радиуса, 275, 55, R20. Вот такая задняя часть. Этот автомобиль считается фейслифтом того, что я снимал до этого. Вот BG60E, то, что его отличает. И вот здесь, собственно, порт, где он заряжается. Тут закрываем. Да, этот бесключевой доступ. Давайте оставлю ключ в автомобиле. Ставлю ключ в автомобиле, потому что закрывается слишком часто. Что видно с пассажирского места? Вот такая отделка салона, очень премиальная, да. Все кожа, все перфорировано, и даже на торпеде, то есть абсолютно все очень приятно на ощупь. И что мне нравится, что придает премиальности, это вот потолок в том же цвете, что и остальной салон. То есть тут комбинация между черным и коричневым очень приятная. И давайте сядем на водительское место, посмотрим, что там изменилось. Потому что лично мне очень нравится, какие изменения они сделали. Вот так автомобиль вас встречает, да. Есть память сидений, 3 памяти. Как обычно, регулировка сидений все электрическая, и поясничного подпора также. Наступаем на нашу ступеньку и садимся в автомобиль. Ну что ж, давайте первым делом заведем этот автомобиль. Старт-стоп кнопка там же, но мы видим, что уже есть электрорегулировка руля. То есть тут у нас есть джойстик, и вы можете отрегулировать как вам угодно. Тут несколько функций дополнительно. Есть спуск с горы, есть отключение стабилизации, подогрев руля, автоматический свет и открывание лючка бензобака. Также тут вы можете отрегулировать уровень света. Вот такой руль, такой вид
из автомобиля. И да, наверное, многие из вас заметили, кто уже знаком с этим автомобилем, что тут появился третий большой экран. Он одинаково большой, как и центральный, вот так. И там, в принципе, вы можете, не знаю, смотреть фильмы и так далее. Что хотелось бы отметить или напомнить, вот это зеркало у нас экран, тоже камера. То есть, вот видите, я ставлю камеру перед зеркалом, и вы ее не видите. То есть, все это тоже круто смотрится по-современному. Здесь осталось все так же, просто появилась новая функция вот на этом джойстике. Да? Сфокусируется или нет? Здесь в этой комплектации нету блокировки переднего дифференциала, только блокировка заднего дифференциала. И, конечно, есть подогрев, обдув всех сидений, то есть имеется в виду и сзади, но я это вам сейчас покажу. И есть массаж тоже всех 4 сидений. А теперь давайте посмотрим на эти режимы. Начнем с первого. Fuel Priority, есть EV Priority и Автомод. Да? То есть тут в этом положении вы поедете больше на электротяге, тут на бензине, а тут автомобиль посмотрит сам, как он это считает нужным. И теперь давайте посмотрим на этот второй джойстик. Вот такие режимы и такая красивая анимация. То есть их 9 по счету. И каждый режим имеет свою отдельную анимацию. Давайте посмотрим. Вот Economy, да? То есть он показывает, что это реально автомобиль будет экономить энергии. Потом комфорт. Комфорт вот так. Снег вот так. Кроссинг это что-то среднее. Вот так. Песок это пустыня у нас. Муд грязь. Рок вот так. Вейдинг это болото. И спорт вот так. Вот даже со звуком. У автомобиля остался видеорегистратор. То есть вот тут вы поставите флешку и, к примеру, take a photo, да? Сделать фотографию. Да, понятное дело, нету флешки. Вот такой климат-контроль. Он такой же остался спереди и сзади. То есть трехзонный у нас климат-контроль. Вот так. К примеру, подогрев тут обдув. И вот так все это выглядит. Можно каждому свое, да? И, конечно, есть массаж для всех 4 сидений. Давайте включим. Да, можно он. И вот сколько режимов. Да? Вот он показывает. Тут все это даже слышно. Можно поменять тему прямо изнутри. Вот так. Скажем так, вы попали на бездорожье, на оффроуд. Не знаю, тут поставили камеру 360. Хотите увидеть, насколько близко к колесам какой-то камень. Да? Вот передние, задние и так далее. А ваш водитель, либо штурман, может посмотреть на информацию по оффроуду. Да? Vehicle Information. Сколько надуты колеса. Температуру также. Насколько, какой вот у нас altitude, то есть высота над уровнем моря, наклон автомобиля спереди и сзади, то есть компас и water detection. Машина может понять, насколько глубоко она в воде. Может проезжать до 80 сантиметров глубиной брод. Уже Ambient Light. Вот тут можно поменять абсолютно разные варианты. Да? Можно даже по 2 цвета. Вот так. И, наверное,
Это не знаю, если будет очень понятно днем, но реально очень мощная подсветка. Мощная и красивая. Вот такие красивые функции для этой кнопки. Не из всех этих функций, ну, кроме часов, соответственно, часы могут быть такие, либо такие. Вот это мне очень нравится. То есть сколько бензина в баке осталось. В принципе, вот это вся информация, что у нас есть по этим экранам. Также и там все это дублируется. Подстаканники. Ключ тот же остался. Подлокотник очень глубокий, но таким же он и был. И есть еще ниша под центральным тоннелем. Там есть очечник. Вот так. И, конечно, панорамная крыша. Сиденье можно пассажирское удобно очень отрегулировать и отсюда. Есть у нее и валик. Вот это не только у пассажира, но и у водителя. По поводу технических данных. У автомобиля есть, как видите, бензиновый двигатель и 2 электродвигателя. Общая мощность 548 лошадей и 655 крутящего момента. Батарея, если была бы полностью, то ее хватает на 150 километров. Вот сейчас мы видим рейндж 94 на батарее и 188 на бензине. Вместе все это входит 282 километра. Вот, в принципе, такой момент. Есть, конечно, у автомобиля и проекция. Я не знаю, если я смогу сфокусировать на нее. Но сейчас постараемся, если камера вот так. Видно ее, да? Тут у нас показывает что-то, какой-то на китайском. Уклон и в какой передаче автомобиля стоит. И еще скорость, соответственно. Давайте сядем сзади и посмотрим, что у нас там. Я настрою, чтобы было правильно сиденье под себя. Чуть-чуть повыше было бы идеально. Напоминаю, автомобиль у нас 7-местный. То есть это сиденье, она отодвигается вперед-назад. Сейчас я одной рукой не очень это могу сделать, но, кстати, есть еще и ручка здесь. И вот так. В принципе, места достаточно, даже больше, чем. Тут у нас климат-контроль. Есть подогревы, обдувы. Да. Все кнопками. И климат-контроль однозонный для заднего ряда пассажиров. Тут у нас есть USB Type-C, USB 2.0. Смотрите внимательно. Тут у нас розетка 220 на 150 Вт и 12 вольт на 120 Вт. Почему я об этом вам рассказываю? Потому что сейчас мы заглянем в багажники, и вы там удивитесь. А сейчас смотрим на задний ряд сидений. Как обычно, очень хороший наклон заднего ряда сидений. Смотрите, это прям как в кресле можно садиться. И чтобы было правильно, я сделаю так. Напомню, у меня рост 1,88 м. Я сделаю так, чтобы мне было комфортно ездить, но и оставить место и для третьего ряда сидений. Ну вот так. Тут мы оставили место, да? У нас подсветка очень красивая, музыка Infinity и есть массаж для заднего ряда сидений. Ручка, обдув и сверху тоже есть ручки, свет и так далее. Тут у нас все в коже, кроме здесь. Здесь пластик. Вот такой карманчик. И подлокотник вот такой. Имеет и USB, и Type-C, и 2.0. Да? Закрываем. Есть подстаканники. Все это закрывается. Давайте сажусь сам за собой. На третьем ряду. Это сиденье оставим так, чтобы было все честно. Открываем дверь и смотрим на этот красивый второй ряд. Давайте отодвинем кресло.
полностью. Вот так это вроде бы полностью. И сейчас, я не знаю, как получится это у меня одной рукой, но постараюсь попасть на задний ряд. Кстати, тут очень интересный момент. О нем я вам сейчас расскажу, когда подойдем к багажнику. Поставлю его здесь. Угадайте, напишите в комментариях, что вы думаете, что там внутри. А пока что вот так отодвинули. И если это удастся мне, значит у любого получится. Вот так. Вот так. И теперь самое важное, помещусь я сам за собой. Я не знаю, если тут есть... Да, тут только один уровень наклона. Поднимаем вот так. И я сажусь сам за собой на третьем ряду. Смотрите, все максимально честно. Вот столько места у меня сейчас остается. Скажем так, этот автомобиль может перевезти 7 человек ростом 1,90 м, и всем будет хватать места. Это сиденье отодвинуто так, как я ее оставил. Там настроено под меня, здесь также. И вот на третьем ряду я тут сижу, и очень даже комфортно. Тут по ширине хватает очень даже с запасом места еще для одного человека. Даже если это будут дети, то, наверное, 3 поместятся очень хорошо. И что очень важно, есть обдувы также для третьего ряда сидений. Плюс музыка и так далее. К этому пакету мы еще вернемся, как я вам обещал. А теперь давайте, смотрите, есть тоже кнопка бесключевого доступа. И смотрим на багажник. Что мы видим тут? В принципе, небольшой, но все равно намного больше, чем, к примеру, у моего Jimny. Багажник даже с 3 сиденьями. Тут у нас домкрат и треугольник. И, в принципе, все, да? Нет, не все, шучу. Давайте, я хочу складывать сиденье. Вот так. Показать вам, что образовывается ровный пол. Вот так. Также и здесь. Чуть-чуть нужно двинуть, но это потом. Вот такой. Теперь это огромный багажник. Объем тут реально очень большой. Да, тут тоже есть ниша. Но помните, я вам сказал про розетки в салоне. Тут у нас тоже есть розетки, тоже 220. Кстати, их 2. Их можно отключить, либо включить. Да, вот так. И что очень важно, да, не знаю, если будет вам видно, смотрите мощность. 2,2 киловатта. Напишите в комментариях, какой автомобиль имеет такие мощные розетки внутри. Я лично не встречал. Чтобы не забыть, тут угадали, что или нет? Тут у нас фаркоп. Кстати, снимается вот эта часть. Этот фаркоп под квадрат ставится. И там у нас, как видите, вот здесь розетка есть. Да? То есть ничего не надо резать, варить и так далее. И если интересно вам, но лично мне интересно, посмотреть, как складывается и третий ряд сидений. Это ровный пол, но с маленьким наклоном. Все равно тут спать можно. Длина по глазомеру это около 2 метров, если не больше. Вот такой универсальный, экономичный автомобиль. Ну что ж, вот такой обзор у нас получился. Я специально ничего не сказал про цены, потому что цены всегда меняются. Появляются какие-то скидки, может быть, подорожания и так далее. Но именно на данный момент
этот автомобиль стоит 42 тысячи евро. Много это или нет, я считаю, это очень крутой ценник для такого автомобиля, такого класса и в такой комплектации. Но вы пишите в комментариях свое мнение, обязательно подписывайтесь на канал, ставите лайки и всем пока.